Привет, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с двумя классическими предварительными заквасками, которые очень популярны и часто используются в европейской хлебопекарной традиции. Это пулиш и бига. И несмотря на то, что у них цель одна и та же, то между ними есть существенные отличия, которые, собственно, сегодня и разберем вместе с вами. Так что, если вы готовы, как всегда, следите за руками и поехали! Первое, с чем я вас познакомлю, это закваска пулиш. Эта закваска считается жидкой, так как соотношение вода и мука 1 к 1. То есть, если вы берете 100 грамм муки, вам нужно 100 миллилитров воды. И на эти 100 грамм мука и вода вам нужно всего лишь 2 грамма дрожжи, если мы говорим про живых. Давайте мы сейчас ее приготовим. У меня есть вот такая банка. Здесь у меня вода, обычно из-под крана, вливаем. И здесь нам нужно растворить 1 грамм дрожжей, так как я взяла 50 грамм муки и 50 миллилитров воды. Вот так. И с помощью ложки перемешиваем до полного растворения. Когда мы растворили, мы добавляем муку. Здесь есть маленькая такая тонкость. Если вы хотите, чтобы у вас пулиш был хороший, вам нужна мука, которая имеет высокое содержание белка. Лучше всего 12% и выше. Но если вы не можете найти такую муку, то лучше всего берите хотя бы 10-11%. У меня здесь белка 12,5%. Добавляем. Муку я не просеиваю. И мы размешиваем, пока вся мука увлажнится и кусочки не останутся сухими. Наш пулиш практически уже готов. Посмотрите, какая у него консистенция получилась. Видите, она похожа на густая сметана. Теперь нам нужно почистить все стенки, которые у нас на баночке, и сделать маркировку. Мы берем лопаточку силиконовую и вот такими движениями мы начинаем вычищать стенки баночек. Вычистили, закрываем наш пулиш. Чинк. И с помощью маркера мы себе делаем вот такая меточка. Вот эта меточка нам нужна для того, чтобы мы посмотрели, у нас пулиш растет, какой он был первоначально и какой он стал. Теперь нам нужно оставить наш пулиш на ферментацию. Что такое ферментация? Это созревание нашего пулиша. И какие виды бывают ферментации? Бывает при комнатной температуре и бывает холодная ферментация, когда это происходит в холодильнике. Температура максимальна для комнатной ферментации это 22-24 градуса, где-то 16-18 часов. Если у вас слишком жарко, вы должны постоянно смотреть на свой пулиш, потому что он может испортиться. Если у вас прохладно в комнате, точнее, созревание и ферментация пулиша будет происходить медленнее. И холодная ферментация – это когда происходит в холодильнике. Замечательная температура – это 5-6 градусов. И оставляется при такой вид ферментации пулиш где-то на 22-24 часа. Какая ферментация лучше? Все зависит от ваших предпочитаний. Если вы, например, спешите, то, конечно же, при комнатной температуре ферментация для вас более подходящая. Но если вы будете пекти, например, завтра, и вы хотите более ароматной и более интересной структуры вашей выпечки, то холодная ферментация самое то. Я лично предпочитаю холодную ферментацию. Пулиш делает тесто более мягким, мякоть становится более воздушной и аромат у выпечки более выразительный. Он имеет сладковатые нотки. А теперь мы переходим к бигу. Бига – это плотная густая закваска. И в отличие от пулиша, она делается в отношении 1 к 2. То есть, если мы берем муку 100 грамм, то нам нужно всего лишь 50 миллилитров воды. И, собственно, сейчас мы ее сделаем. Я беру 25 миллилитров воды,
В них растворяю 2 грамма живых дрожжей. И с помощью ложки тоже самое, как и в пулише, их растворяем. Как и в пулише, берется мука, которая имеет большое содержание протеина. У меня здесь тоже 12,5. И добавляем. И это все хорошо мы размешиваем, пока не останется сухая мука. Это будет очень-очень густая закваска. Когда мы объединили все наши ингредиенты, практически сухая мука не осталась, мы берем закваску в руках и вот так начинаем ее массажировать, чтобы максимально все объединилось. После этого мы ее отправляем в баночку и вот так ее разглаживаем по дне. Вот. Сделали. Закрываем банку. И тоже, как и у пулиша, мы себе делаем метку, где она была у нас. Ну, скажем, что у нас она где-то вот здесь. Теперь мы ее оставляем на ферментации. Ферментация у биги, как и у пулиша, 2 вида. Есть комнатная температура и есть холодная ферментация. Но в отличие от пулиша, бига любит более прохладное место. Это оптимальная температура 16-18 градусов. И она созревает чуть дольше, чем пулиша, где-то от 18 до 22 часов. Если мы говорим про холодную ферментацию, она созревает при 5-6 градусов от 24 до 48 часов. Какая ферментация вам лучше использовать, конечно же, вам решать. Как их использовать? Если мы говорим по поводу пулиша, он составляет где-то от 30 до 50% от общего количества муки. Если мы говорим по поводу биги, она составляет всего лишь 20-30% от общего количества муки. Зачем это все нужно делать? Если мы используем пулиш или бига, улучшается вкус и аромат самой выпечки. Также улучшается структура самого теста. Мякиш становится более воздушным и пористым. И также увеличивается срок хранения самой выпечки. Пулиш – это французская закваска, которая пришла с Польши, но очень полюбилась у французов, которые начали ее добавлять в своих любимых французских багетов или булочки бриош. Если мы говорим по поводу бига, это итальянская закваска, которая очень популярна в середине Италии и в северных регионах, такие как Лацио, Венето или Ломбарду. А в южных регионах Италии очень популярна левита мадре. Но это главное различие между левита мадре и бига, это того, что левита мадре идет на натуральных культур, то есть она идет без дрожжей и она имеет характерную кислинку. Какую вам закваску использовать, решать вам. А сейчас мы их оставляем, чтобы они ферментировали. И тоже забыла вам сказать, что если вы используете холодную ферментацию, прежде вы их оставите в холодильнике, чтобы они ферментировали, вам нужно их оставить на минут 30 хотя бы при комнатной температуре, чтобы дрожжи начали активироваться. Все. У меня прошло полчаса, поэтому я их уже в холодильник запихиваю. Ребята, наши закваски уже готовы. Напоминаю, что я их отправила на холодную ферментацию в холодильнике при температуре 6 градусов на целых 24 часа. Теперь хочу вам показать, насколько они увеличились от первоначального объема. Вот где был первоначальный объем на пулише, он увеличился в 2,5 раза. И хочу вам показать, видите, вверх он плоский, в отличие от биги. Теперь смотрим на бигу. Вот первоначальный его объем, и посмотрите, вверх он как шапочка, вот такой куполообразный. Вот разница первая, которую вы видите. Потом посмотрите на разницу в самой текстуре. Видите, бига, какие большие пузыри она имеет и как они расположены. Теперь смотрим на пулиши.
Посмотрите, мелкие-мелкие пузырьки, они равномерно по всему объему, и они мелкие, очень-очень мелкие. И еще я хочу, чтобы вы услышали звук этих двух заквасок. Вот берем, начиная с пулиша. Теперь микрофон и слушаем внимательно, какой звук она будет издавать. Это было, как эти пузырьки, они начинают разрушаться. Теперь мы берем биги. Тоже с ложечкой и проверяем. Слышите или не слышите, как пузырьки, они более такие тяжелые, и они не такой звук издают легкости. Теперь смотрим еще на консистенцию. Посмотрите, вот у нас пулиш, вот какой он, такой густой, да. И сейчас биги. Берем ложечку и пытаемся то же самое сделать. Нет, нифига. Бига. Вот консистенция биги. Вот почему это называется жидкая закваска, а это называется вот такая плотная тестообразная закваска. Но они оба очень-очень хорошие. Все зависит от что вы хотите от них. Какая вам закваска использовать, я не знаю. Это лучше, чтобы вы экспериментировали, пробовали и сами узнали, какая вам больше по душе. Здесь я прикреплю ссылочку в видео, где я делаю хлеб на пулише. И если это видео соберет много лайков, я сделаю обязательно рецепт хлеба на биге. Ну все, ребята, ставьте лайки и до скорых новых встреч. Пока!